Эта молодая девушка выигрывала конкурс красоты «Мисс Россия». Эта красотка участвовала в конкурсе красоты уже в Мексике, а эту женщину прозвали «Черной вдовой». Знаешь, что их объединяет? Все они – жены самых опасных преступников в мире. Сегодня вы узнаете истории женщин, которые по воле случая оказались близки к настоящим отморозкам. Мария Эскобар. Биографию самого известного наркобарона слышал каждый, однако не все знакомы с историей его жены. В 1976 году начинающий колумбийский гангстер, 27-летний Пабло Эскобар, женился на 15-летней Марии Виктории Энау Вальехо, которая ждала от него первенца. Мария всегда поддерживала и прощала наркобарона, несмотря на его деятельность и постоянные измены. К тому времени, когда Мария Виктория Энау вышла замуж за Пабло Эскобара, ее муж отошел от мелких преступлений. Он был на ранней стадии построения своей наркоимперии. Примерно 10 лет спустя он отвечал за 80% всего кокаина, отправляемого в США, как главарь Медельинского картеля. Энау утверждает, что первые несколько лет их брака ее муж не рассказывал ей, чем зарабатывает на жизнь. Но, конечно, вскоре ее начало смущать, что он подолгу отсутствовал по делам и быстро зарабатывал подозрительные деньги. По мере того, как их семья росла, Энау родила 2 детей. Эскобар спал с бесчисленным количеством других женщин. В какой-то момент во время своего брака с Энау он даже построил в их доме собственную холостяцкую берлогу, чтобы встречаться со своими любовницами прямо под носом у жены. Но, конечно, преступления Эскобара выходили далеко за рамки супружеской неверности. По мере того, как его богатство и власть росли, его картель убил министра юстиции Родриго Лара в 1984 году, убил кандидата в президенты и взорвал коммерческую авиакомпанию. В декабре 1993 года Пабло Эскобар был убит колумбийской полицией. Мария сбежала с детьми и скрылась под вымышленными именами. Беглецов поймали, и жена наркобарона провела 1,5 года в тюрьме. Оказавшись на свободе, она сменила имя и по сей день живет спокойной жизнью. Так же поступила и ее дочь. Марии по-прежнему трудно примирить любовь к Пабло Эскобару с ужасными поступками, которые он совершил. Она говорит, что чувствует глубокую печаль и стыд за боль, которую причинил ее муж, не только их семье, но и всей Колумбии. В 2018 году Энау публично извинилась за террор своего покойного мужа. Все предыдущие женщины почти не были связаны с криминальным бизнесом их мужей, но следующая героиня в свое время была у руля одного наркокартеля – Алиса Даймонд. Религиозная и скромная Алиса Даймонд не одобряла деятельность своего мужа, гангстера Джека Лекса Даймонда, но была предана ему и прощала измены, как это делают многие жены преступников. Алиса молилась за супруга, и ведь было за что. На совести Джека было немало грехов, ведь он был одним из самых известных бутлегеров Нью-Йорка и Филадельфии во время сухого закона. Он не только занимался контрабандой, но и похищал людей и расправлялся с конкурентами. Такую значимую фигуру, как Джек Лекса Даймонд, пытались устранить не раз. Однажды при покушении в гангстера попало 5 пуль, но он выжил. За такую живучесть бандита прозвали неубиваемым. Оправдать этого имени он не смог. В 1931 году Даймонда застрелили в номере гостиницы. Через 2 года после смерти Джека его вдову застрелят в квартире Бруклина. Стоит отметить, что Алиса жила тихо, не поддерживая никаких контактов с мафией. К сожалению, с женами гангстеров такое происходит часто. Их устраняют как ненужных свидетелей. Роза Гумаровна. Россия 90-х сильно отличается от современного мира. Тогда на улицах городов царило беззаконие. Постоянно происходили убийства, стычки различных группировок, торговля наркотиками, похищения и другие громкие преступления. Именно про эти страшные времена пойдет дальше речь. Паша Цируль прошел долгий путь от обычного карманника до лидера организованной преступной группировки. Его авторитет был настолько высок,
что пост хранителя воровского общака занял именно Цируль. Он наладил поставку героина из Колумбии, а также взял под контроль воздушные ворота России. В криминальном мире его уважали как старые, матерые авторитеты, так и молодые отморозки. Жил Цируль на широкую ногу. Он никогда не отказывал ни себе, ни своей женщине ни в чем. В его подмосковском особняке висела люстра стоимостью $58 тысяч. Стены и пол были отделаны мрамором и элитными породами дерева. Интерьер был украшен различным антиквариатом. В доме также находился бассейн, сауна, оранжерея и даже пыточная в подвале. Общая стоимость дома на 1994 год оценивалась в невообразимые $2 миллиона. Роза Гумаровна не была официальной женой Цируля. Все дело в том, что Павел чтил воровской закон, по которому ему нельзя жениться и заводить детей. Но он нашел способ обойти его, формально женив Розу на своем младшем брате. Так они и жили вместе. Роза даже родила от Цируля ребенка. Для арестованного авторитета жена наняла лучшего адвоката, договорилась об одиночной камере и передаче телефона, и даже о передаче наркотиков. Цируль употреблял различные вещества. Они-то его и погубили. Про Розу ходит много слухов. То ли она прячется в США, то ли сидит в тюрьме. Но на самом деле дальнейшая судьба жены криминального авторитета не лучше ее мужа. Она умерла также от передозировки. Удивительного тут мало. С таким избранником женщина просто не могла не пристраститься к наркотикам. А дальше ты узнаешь о жене одного из самых известных преступников в мире. Мэй Капоне. Мэри Мэй Кафлин родилась 11 апреля 1897 года в Бруклине, штат Нью-Йорк. Ее родители эмигрировали и основали свою семью в Америке. После того, как отец Мэй умер от сердечного приступа, трудолюбивая ученица бросила школу примерно в 16 лет, чтобы найти работу на фабрике по производству коробок. Когда она впервые встретила Аль Капоне, несколько лет спустя, он также работал на фабрике по производству коробок, но он уже начинал заниматься менее законным побочным бизнесом с мафиози. Знаменитый на весь мир гангстер женился в 19 лет на 18-летней Мэй Джозефине Кафлин. Еще до свадьбы девушка родила Капоне сына. Но малыш родился больным сифилисом, который передался ему от отца. Альфонсо страдал этим недугом до самой смерти из-за случайной близости с проституткой. Ребенку пришлось перенести операцию на головном мозге, из-за чего он остался частично глухим. Но несмотря на это, Мэй Джозефина любила своего мужа и оставалась ему верна до самой смерти. После того, как 17 октября 1931 года Капоне арестовали за уклонение от уплаты налогов, Мэй посетила его в тюрьме, где его здоровье начало заметно ухудшаться. Новости о его загадочных проблемах со здоровьем попали в газеты, и ошеломленная Мэй была окружена преследователями прессы. Состояние мафиози никогда не становилось лучше. Вскоре после освобождения Капоне начал бредовые беседы с давно умершими друзьями. Мэй старалась всеми силами помочь своему возлюбленному и добилась лучшего лечения. Гангстер один из первых получил лечение пенициллином в начале 1940-х, но к тому моменту было уже слишком поздно. Его органы, в том числе мозг, начали гнить без возможности восстановления. 25 января 1947 года Аль Капоне умер от остановки сердца из-за осложнений. Вдова гангстера пережила своего мужа и умерла только в 1986 году. После ее кончины Альфонсо, сын знаменитого гангстера, поменял фамилию на Браун и прожил почти законопослушную жизнь. Он отсидел 2 года за мелкую кражу, стал отцом 4 дочерей и умер в 2004 году. Данубия Ранжел. Жена известного наркобарона Антонио Бонфима Лопеса представляла интересы мужа на свободе после его ареста в 2011 году, пока сама не оказалась за решеткой. Пока ее супруг отбывал наказание за решеткой, она продолжала вести наркобизнес. Данубию Ранжел арестовали в 2017 году.
К этому времени в борьбе за власть в преступной группировке мужа она успела развязать одну из самых страшных криминальных войн в самой большой фавеле Рио-де-Жанейро – Росинье. Теперь Данубио ждут 28 лет тюрьмы за наркоторговлю и торговлю людьми. Самое удивительное то, что обычно женщины преступников не влезают в дела своих мужей, но эта представительница женского пола отличилась сильнее всех. Она не просто помогала своему мужу в каких-то криминальных делах, она руководила настоящей организованной преступной группировкой. «Черная вдова» – именно так называли Данубио Ранджел, поскольку два ее предыдущих супруга погибли в перестрелках. Ее поимкой занимался целый отряд из 50 офицеров, а чтобы остановить войну в Рио-де-Жанейро, властям пришлось ввести в город армию. Стоит отметить, многие преступники имели отличный вкус, ведь следующая женщина криминального авторитета даже выигрывала конкурс красоты «Мисс Россия» – Александра Петрова. Вечером 16 сентября 2000 года жительница одной из чебоксарских сталинок услышала странный шум в подъезде. Она открыла дверь, но к ее лбу тут же приставили дуло пистолета и втолкнули обратно в квартиру. Когда на лестничной клетке все стихло, открыв дверь, супружеская пара увидела, что в лужах крови лежали двое мужчин и красивая девушка. 20-летняя Александра Петрова еще дышала, но врачи не смогли ее спасти. Саша умерла по дороге в больницу. Через 2 дня у нее должен был быть день рождения. В 16 лет Саша Петрова отправилась покорять конкурс «Мисс Россия», который впервые выехал из столицы в Нижний Новгород. Детская мечта сбылась. В 1996-м Александра стала новой королевой красоты. Закипела работа, посыпались предложения от различных агентств. Даже в Голливуд приглашали сниматься, но мама воспротивилась. Саша отучилась 2 курса на факультете иностранных языков и забросила институт. Ее гражданский муж, Константин Чувилин, хотел видеть девушку рядом с собой, а не за книгами. Чувилин числился безработным, но на самом деле состоял в Чапаевской ОПГ, самой влиятельной в Чебоксарах. Этим легко объяснились наличие денег на шикарный евроремонт в квартире на улице Кирова и новую машину. Близким другом и сослуживцем Кости являлся директор центрального рынка Радик Ахметов. И именно из-за рынка возник конфликт у Анатолия Дороницына, который раньше владел торговым предприятием, и местной мэрии. По версии следователей, Дороницын нанял киллера, чтобы тот устранил подсидевшего его Ахметова. Убийца настиг Радика в компании Петровой и Чувилина. В подъезде элитного дома наемник в упор расстрелял из автомата всех 3. Найти убийцу так и не смогли. Самое ужасное, что мама Саши предрекала трагическую судьбу дочери и жутко боялась за ее жизнь. Она говорила, что линия судьбы Александры пересекалась с линией ума к 20 годам, и на месте пересечения была точка. Однако говорить об этом дочери она не решилась. Эмма Коронель Айспуро. Наркобарон Хоакин Гусман Лаэра по прозвищу Эль Чапо женился на Эмме Коронель Айспуро в 2007 году, когда ей было 18 лет. Девушка стала 4-й женой 50-летнего коротышки, самого опасного гангстера в мире. В 2012 году Хоакин не только возглавлял самый крупный наркокартель в Мексике Синалоа, но и входил в списки самых влиятельных и богатых людей в мире по версии Forbes. Наркобарон всегда мечтал, чтобы о нем сняли художественный фильм. Именно эта мечта привела его за решетку. Хоакин часто общался с голливудскими актерами и продюсерами, чтобы те сняли о нем фильм. Одна такая встреча с Шоном Пенном помогла полиции выследить бандита. Вскоре он оказался за решеткой, но своего он все же добился. В 2017 году вышел сериал «Эль Чапо». Супруга наркобарона, Эмма Коронель Айспуро, до сих пор дорого платит за отношения с криминальным авторитетом. 30 ноября 2021 года она была приговорена к 3 годам тюремного срока в окружном суде США по округу Колумбия. А летом 2016 года в Мексике были застрелены 2 ее племянников
которым было 19 и 13 лет. Совсем недавно жена наркобарона вышла на свободу. 13 сентября 2023 года закончился срок заключения для Эммы Короны. Следующие 4 года она проведет под надзором полиции. Игеа Лисони. Если в предыдущих историях жены криминальных авторитетов пробыли на белом свете дольше мужей, то следующий пример сильно отличается. Это весьма романтическая история. Лаки Лучано, известный американский мафиози, познакомился с Игеа Лисони, его будущей женой, после того, как его депортировали в Италию. Лисони была танцовщицей в ночных клубах. В Милане предсказатель судьбы сказал ей, что она встретит мужчину своей мечты на Капри. Она отправилась туда, и волею судьбы им оказался один из самых влиятельных преступников. Игеа знала, чем занимается ее будущий супруг, и вместе им приходилось скрываться от преследований, когда появлялась опасность покушения на Лаки. Игеа Лисони была на 24 года моложе Лучано. Они сняли половину этажа в лучшем отеле на Капри. Лаки Лучано, по оценкам итальянской полиции, тратил в год $50 000. Тогда это были очень большие деньги. Лаки и Игеа прожили вместе 11 лет. К несчастью, Игеа скончалась от рака в 1958. Ей было всего 37 лет. Это так потрясло Лаки, что он уже никогда не стал прежним. Он ослабил контроль над своими деловыми операциями, а также здоровье его пошатнулось. Тем не менее, жизненная сила его была такова, что уже через год он завел новую возлюбленную, Адриану Риццо, молодую красивую итальянку. С ней он прожил примерно 3 года, до своей смерти в 1962 году. Сегодня вы узнали истории женщин известных криминальных авторитетов. На этом у нас пока все, и спасибо за просмотр.